Путин выгнал Трампа и выдвинул свои условия. Чего хочет диктатор и видит ли он окончание войны? Новые налоги для россиян. За что еще они будут платить, чтобы держать военную машину на плаву? Еще одна страна начинает СВО. План утвержден, а войска готовы приступать. Обо всем этом расскажем. Эти и другие самые важные события. Утро четверга, 21 августа. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Он хочет остаться с ним один на один, без свидетелей, без Америки, даже без Трампа. Российский диктатор настаивает, встреча с Владимиром Зеленским должна пройти тет-а-тет. Когда Дональд Трамп лично предложил свое участие, ответ был коротким и холодным, цитирую: «Вам не нужно приходить, я хочу увидеть его с глазу на глаз». В Белом доме уже подтвердили, команда Трампа работает над этим, а спецпредставитель Стив Уитков получил задание готовить встречу. Но сама расстановка сил теперь выглядит иначе. Путин выталкивает США за дверь и пытается запереться в переговорной один на один с украинским президентом. Правда, Трамп говорит, что он и так уже спас сотни тысяч жизней. По данным информагентств, Путин во время разговора с Трампом неожиданно предложил Зеленскому приехать в Москву. Ответ был жесткий, это был отказ. Но интрига только набирает обороты. На столе сразу несколько вариантов: нейтральная Швейцария, где Кремлю обещан иммунитет от преследования, или Венгрия, которую уже называли потенциальной площадкой переговоров. Каждый сценарий — это своя игра, свои риски и своя цена. Пока же ясно одно: Москва хочет видеть Зеленского у себя, а Киев не готов идти в логово врага. Вопрос теперь уже к вам. Кто навяжет свою площадку и правила? Как думаете вы? Пишите в комментариях, не забывайте. Истинные цели Путина определили аналитики Института изучения войны. Не все так просто, как кажется. Сначала Лавров уверяет, что Москва никогда не говорила о захвате территорий, ни Донбасса, ни Крыма, но за этими словами скрывается куда более опасный план. По мнению аналитиков, речь идет не о кусках земли, а о полном политическом контроле над Украиной. Уничтожение демократического правительства, установка российской марионетки, запрет НАТО и фактическая капитуляция страны. Рассматривая территориальные требования России отдельно от требований, скрытых за ее ссылками на коренные причины, мы не видим, что Кремль считает свои военные требования неделимыми. Кремль стремится достичь всех этих целей и не проявлять никакой готовности идти на компромиссы или жертвовать одним из них ради других, чтобы завершить мирный процесс. После 8 лет гибридной войны Кремль пошел ва-банк в 2022-м, начав вторжение. Сейчас гибридная война продолжается в Европе. Россия закрепляется в Беларуси и Грузии, превращая их в плацдармы. Российские войска снова показали свое лицо. Обстрел из «Смерчей» в Константиновке — это не просто удар по инфраструктуре, это преднамеренная атака на людей. 8 ракет ударили по рынку в Донецкой области. Они унесли жизни 3 мирных жителей и ранили по меньшей мере 4 человек. Это не случайность. Обстрелы рынков, где ежедневно торгуют простые гражданские люди, как будто является частью стратегии россиян. Последствия ужасные. 15 торговых павильонов разрушены, 2 автомобиля, магазины и жилые дома. Все в руинах, но главное — это пострадали люди. Еще раз подчеркиваю, оставаться в Донецкой области опасно. Россияне намеренно бьют так, чтобы убить и покалечить как можно больше мирных жителей. Сейчас мы видим, как после небольшого перерыва, может быть вызванного встречей на Аляске, возобновляются атаки по украинским городам. Но, тем не менее, это не те масштабы, которые были, скажем, несколько месяцев назад. Означает ли это, что россияне действительно готовы к прекращению огня? Или это больше означает то, что они готовят какое-то другое, ужасное действо, накопив ракет и дронов? Спросили об этом военного обозревателя Дениса Поповича. На сегодняшний день, несмотря на активизацию переговорного трека, на фронте нет признаков того, что противник готовится к прекращению войны или прекращению огня и так далее. Действительно удалось накопить достаточное количество дронов, их много. Да? Почему это удалось сделать? Потому что начиная от 31 июля, когда последний раз Киев попал под массированный комбинированный удар с дронами и с ракетами, и заканчивая сегодняшней ночью, когда Полтавская область оказалась под обстрелом, массированных атак комбинированных ракетно-дроновых не было. Возможно, это было связано с накоплением, возможно, это было связано с снова-таки активизацией переговорного трека, не хотели дать гусей. Значит, возможно, с обеими факторами сразу.
Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Россиян ждет новый налоговый удар. Власти готовят повышение сборов, чтобы затыкать дыру в бюджете, которая растет на фоне падения нефтегазовых доходов и рекордных военных трат. Расходы на армию и силовиков в 2025-м достигнут 40% бюджета. Уровень невиданный со времен Холодной войны. На оборону уже заложено 13,5 триллионов рублей. Это треть всех расходов страны. Но оплачивать военную машину становится все труднее. Нефтегазовые доходы за первые 7 месяцев рухнули на 18%. Дефицит превысил 3,8 триллиона рублей. По итогам года он может достичь 5 триллионов, в 5 раз больше изначального прогноза Минфина. Reuters пишет, что с 2026-го власти не планируют сокращать армию, а реальное урезание возможно только с 27-го, и то при условии перемирия. Но даже тогда возврата к довоенным уровням расходов не будет. Снаряды и дроны продолжат производить. Чтобы залатать дыру, Кремль пойдет по проверенному пути – урезания гражданских статей и повышения налогов. Сенатор Артамонов прямо заявляет, денег не хватает даже на больницы, придется задействовать все ресурсы. Бывший зампред Центробанка Алексашенко предупреждает, реальные траты на образование и медицину уже сокращаются, а впереди новые налоги и индексация выплат ниже инфляции. Сергей Лавров заявил, что после телефонного разговора Путина с Дональдом Трампом Москва предложила не только продолжить переговоры, но и поднять уровень делегаций. Оказывается, по его словам, речь идет, что в будущий саммит включить отдельный блок по политическим вопросам необходимо наряду с военными и гуманитарными. Лавров подчеркивает, идея нашла позитивный отклик якобы у Трампа, и теперь Москва ждет, что американский президент донесет ее до Киева. Какие дипломатические шаги вы заметили у Европейского Союза? Прежде чем их оценивать, их нужно видеть. Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие и, в общем-то, такие неэтичные попытки изменить позицию администрации Трампа и лично президента Соединенных Штатов, как мы это наблюдали во время сопровождения европейцами господина Зеленского в Вашингтон. Вот понедельник на этой неделе. При этом глава МИД оговорился, встречи на высшем уровне требуют тщательной подготовки, иначе вместо прорыва они могут обернуться новым обострением. России, как утверждает Лавров, нужны саммиты, которые, цитирую, ставят точку в переговорах. Конец цитаты. Иногда кажется, что уверенность российской дипломатии базируется на вере в пропаганду, которую и продуцирует сам же Кремль. Есть ли предпосылки на поле боя к тому, чтобы РФ могла диктовать условия? Спросили об этом у военного аналитика Дениса Поповича. У них есть численное превосходство, прежде всего в живой силе, чем они пытаются активно пользоваться, и местами им это удается. Свежий достаточно кейс в районе Доброполя, где противник инфильтровался, протек, да, скажем так, вот я люблю это сравнение, протек в район Доброполя и образовал такое вклинение глубиной 10-12 километров приблизительно. Но в целом на сегодняшний день противник пытается наступать. То есть это не есть секрет, он пытается наступать. Прежде всего самые острые районы — это Донецкая область, Покровский участок фронта. Там пытаются наступать в Запорожской области. Все это попытка обеспечить себе более такую уверенную переговорную позицию. Крупнейшая мобилизация последних лет. Около 60 тысяч резервистов получат приказы о призыве для участия в возможном наступлении на город Газа. Приказы начали выдавать уже, и у резервистов будет 2 недели, чтобы явиться на службу. В случае начала операции общее количество израильтян в резерве достигнет 130 тысяч. Хотя не все будут задействованы в самом наступлении, часть заменит войска на других фронтах. 19 августа министр обороны Исраэль Кац утвердил план операции под названием «Колесница Гидеона Б». Речь идет о прямом захвате города Газа и уничтожении остатков боевиков Хамас. План предусматривает масштабное перемещение мирного населения. Около 1 миллиона палестинцев должны будут покинуть город и отправиться на юг сектора до 7 октября 2025 года, ровно к годовщине атаки Хамас на Израиль. Операция будет включать создание гуманитарной инфраструктуры для беженцев, предупреждение об эвакуации и затем наземное наступление с осадой. Но планы могут измениться. Накануне Хамас заявил о
готовности к перемирию и даже о возможном освобождении всех заложников. В их числе 50 человек, из которых, по данным Израиля, живыми остаются только 20. Судьба еще двоих остается неизвестной. Таким образом, решение о вторжении теперь зависит от хода переговоров. Израиль готовится к штурму, но если сделка по заложникам состоится, сценарий колесниц Гидеона может быть отложен. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.